Как можно не хотеть отдохнуть посредине Атлантического океана? Я думаю, многие хотели бы. Идеальным местом для этого являются Азорские острова. Около 5000 километров от дома, почти 1500 километров от европейского континента. Наш выбор остановился на острове Сан-Мигель. Поехали! Остров сам по себе небольшой, но чтобы его посмотреть полностью, лучше бы взять на прокат машину. Без нее увидеть все просто нереально. Сельская местность вступает в контраст с омывающимся океаном побережьем. На этом острове, куда ни глянь, пасутся коровки, растет кукуруза. Но это не все. Кроме этого, здесь растут прикольные фруктовые деревья, которых мы у себя дома явно не увидим. А также имеются собственные чайные, банановые и ананасовые плантации. Особенностью острова является то, что он состоит из вулканических пород, поэтому естественно здесь чуть ли не все построено из базальта, от асфальта на дорогах до заборов и домов. Ну и земелька плодородная, само собой, благодаря этому. Остров фактически делится на 4 округа. Пересечь его можно без проблем. Ширина здесь от 8 до 15 километров. А вот объехать весь задний может и не получится. В длину он примерно 65 километров, а в окружности 150. Но гористая местность и дороги серпантином устроят вам незабываемый аттракцион. Домики здесь имеются на любой вкус. Хотите подороже – на здоровье. Хотите поскромнее – тоже пожалуйста. Но даже самые скромные дома, которые можно арендовать, оборудованы по полной для вашего удобства. Знакомый уже сельхозстайл намертво переплетен с новыми технологиями, которые положительно влияют на качество отдыха, не отвлекая от особой атмосферы. Усилий, конечно, здесь нужно немало, чтобы жилье не распадалось. От частых дождей и соленых ветров с океана. Весь остров усыпан смотровыми площадками. На португальском это звучит как Мирадуро. Прикольное слово. Останавливаться хочется на каждой, потому что вид на них просто... Ну, вы сами увидите. All my friends tell me I should move on, lying in the ocean, singing your song. That's how you sing it. Loving you forever can't be wrong, even though you're not here, won't move on. That's why I stay here. And there's no remedy for memory. Your face is like a melody, it won't leave my head. Your soul is haunting me and telling me that everything is fine, but I wish I was dead. There's no relief, I see you in my sleep, and everybody's rushing me, but I can feel you touching me. There's no release, I feel you in my dreams, telling me I'm fine. I don't wanna wake up from this tonight. Интересно, что на острове, окруженном океаном, так мало пляжей. Но если ищешь, то всегда найдешь. Большинство из них, правда, каменные, а если это еще и север острова, то купаться нереально сложно.
Вода сбивает с ног, и можно просто выйти и побитым, и ободранным. Песок, естественно, везде вулканический, черного цвета, но это уже такое. Здесь только один вид чего стоит. О, с парашюта-то какая красота. Вот смотришь, как вроде никуда и не уезжал. У нас таких полей, но все равно везде хочется остановиться, что-то сфоткать, рассмотреть. Ну гляньте, как людям повезло жить рядом с такой красотой. Наверное, они тоже так думают. Правда, до первого шторма. Столицей Азор является город Понта-дель-Гадо. Туда я и заехал. Это самый крупный портовый город острова. Пожалуй, это все, что я могу о нем сказать. Здесь красиво, спокойно, даже скорее скучновато. И нет пляжей. Можно ехать дальше. Все, поехали. Shut up and drive. А дальше у меня по курсу ананасовая плантация. Азорские ананасы оказались дороже даже латиноамериканских, как на континенте, так и в местных маркетах. Видать, люди очень ценят свой труд. Здесь на территории, кроме теплиц, есть еще бар-магазин. Но здесь уж точно ананасы переоценили. Сувенирчики, ликерчики, сиропчики и, собственно, ананасовый фреш. По цене 6 евро за стакан. По-моему, это перебор. Я его даже снимать не стал. Лучше ананасы рассмотрю поближе. Такие классные. Пора. Если на острове был вулкан, значит и кратер должен остаться. Хотя по сути весь остров и есть образование от извержения вулканов, но есть некоторые места, которые непрерывно пользуются огромнейшей популярностью туристов. Can I just watch you if you don't mind, mind, mind? Can I just watch you if you don't mind? Can I just watch you? Люди ездят сюда круглосуточно, на машинах, велосипедах и даже ходят пешком. Just watch you if you don't mind. Это такая себе кальдера, в которой образовались озера. На обзорной площадке ты оказываешься на одном уровне с облаками, что очень красиво и очень прохладно. Облака растут прямо на глазах и разлетаются по всему острову, меняя погоду.
Если опуститься чуть ниже, то можно посмотреть на озера под другим углом. Здесь тоже довольно красиво. Господи, это что, люди живут в самом котле? И не страшно им? Наверное, оптимисты на все 1 500 000%. Ну что ж, вы тут держитесь. Удачи вам! Эти озера находятся даже под охраной ЮНЕСКО, чтобы вы понимали. Вот умеют люди красоту беречь. Ну реально же красота, в какую сторону ни глянь. Where did love go when all is said and done? Where did love go? You put the running into. Вот правда, если спуститься еще ниже, к самим озерам, то эффект, конечно, уже не тот. Сверху оно как-то пообъемнее было. Озеро-то и озеро. Горы вокруг, уточки озерские крякают. Ничего необычного. В завершении было бы неплохо на побережье, да еще и на закат, чтобы... Очень в тему попалась одна площадочка с обзором скалистого берега на фоне заката солнца. Вид шикарный. Парочки по вечерам отсюда просто не вылазят. Вам бы здесь очень понравилось. Да я бы и сам не вылазил. Здесь красиво, тепло, океан шумит. Красота. It's time to set me free. It's time to set me free. I can't breathe. В следующем видео, кстати, будет не меньше красоты. До скорого! I can't breathe.